Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Конец марта 2026 года. Идет процесс подготовки к настольной прививке. В данном случае идет процесс нарезки наших подвойных черенков. Да? В последующем они будут здесь откалиброваны и помещены примерно на двое суток в воду. Продезинфицированы в растворе марганцовки в количестве 1 грамм на 10 литров воды. Затем они будут проходить подготовку до самих настольных прививок примерно 8-10 дней. Также хочу сделать объявление: заказ на саженцы на осень 2026 года я принимаю как по номеру телефона, так и по электронному адресу. Здесь они у вас на экране сейчас выведены, так как Telegram пока работает с перебоями, но возможно его и не будет. Поэтому обращаю ваше внимание, прием заказов в электронном адресе. Также, кто следит за моим каналом, вы в курсе, что в прошлом году кишмиш Пандора у меня в школке, к сожалению, не вызрела. В этом году решил я проэкспериментировать, использовать различные подвои. В данном случае у нас здесь и СО4, и Феркаль, также есть телеки 8Б. Да, оно находится у меня, ну, угол написано, то есть на углу, который находится. Также есть телеки 5С, СО4, также самое Рипария Рупестрис 101-14. То есть я буду кишмиш Пандору, аватар, возможно еще какой-нибудь сорт, делать прививку на различные подвои. То есть посмотрим, как получится в саженцах. То есть в прошлом году было сильное невызревание подвойной части, привойной части у кишмиша Пандоры. То есть в этом году будем проводить небольшой такой эксперимент. Или это было особенности 2025 года, а возможно не подошел подвой Хобер 5ББ к Пандоре. Поэтому еще некоторые вопросы как бы задают. Да, уже потеплело, у нас уже цветет абрикос, да, также самое начался сокодвижение, плач винограда. И что могу сказать, задают часто вопросы, когда можно делать прививку, можно ли делать прививку в черном-черное, в штамп. То есть это один из видов прививки. Если взять обобщенно, можно сказать, что существует в общем 3 вида. Это черным на черное, черным на зеленое и зеленым в зеленое. Так вот, наиболее лучшим и перспективным для себя считаю черным на зеленое. Поэтому, ребята, не торопитесь. Я понимаю, что уже как бы не терпится, чешутся руки, что-нибудь поделать. Но успех у прививки черным-черное даже у профессиональных виноградарей редко превышает больше 50%. На это влияет 2 фактора, на мой взгляд, как внутренние, так и внешние факторы. К внутренним факторам относится это насколько черенки сохранились в идеальном состоянии, как они дошли до наших дней, в каком состоянии они вызрели. Также самое на это может быть повлиять совмещение камбиальных слоев. Но что могу сказать еще, что есть еще такое понятие, как внешний фактор. Это температурное значение. Из учебников знаем, что при температуре меньше плюс 14 градусов каллус вовсе не образуется. То есть это, на мой взгляд, ключевой фактор неуспеха у прививок черное в черное, когда вы делаете или в штамп, или в рукава. То есть это процент приживаемости из-за погодных температурных значений. Лучше потерпеть, набраться, когда наступят благоприятные времена, сделать прививки черным на зеленое. Это то, что касаемо прививок, то есть не торопитесь. Следующий факт, который задают очень много вопросов, особенно в последнее время, как можно простратифицировать, не имея профессиональный стратификатор. Да, профессиональный стратификатор уже использует опытные виноградари, кто занимается именно привитыми саженцами. А для любительского уровня можно использовать обычные приспособления. В данном случае я сейчас покажу. То есть берем обычную банку, да, которую на дно помещаем поролон. Первые 5 дней наши черенки находятся в воде. Через 5 дней мы уже начинаем ежесуточно сливать воду. То есть на ночь сливаем воду, днем опять его заливаем. То есть в этом состоянии наши пятки будут укореняться. А сверху, да, ну, представим себе здесь, что привитой
привитой черенок, да, привитой подвойная часть и привойная часть, запарафинирована. Об этом мы сегодня не будем касаться, я именно касаюсь процесса стратификации. И сверху надеваем полиэтиленовый пакет, да, вот таким вот образом. И в данном случае нашу импровизированную стратификационную камеру помещаем в теплое место. Это может быть и сверху шкафа, и сверху холодильника. То есть ежесуточно в течение дня 1-2 раза проводим обработку ручным пульверизатором, опрыскиваем, да, чтобы поддерживать внутри определенную влажность. И держим при температурном значении плюс 25, плюс 27. И в таком режиме можно простратифицировать. Я сейчас на экран выведу прошлогоднее видео, которое я снимал. Вы можете сейчас его просмотреть. И после я дальше продолжу. Я снимал небольшой шортс о станке Омега Уно. И те черенки, которые в этом видео я сейчас на экран выведу, вы можете посмотреть. Я эти черенки поставил на стратификацию. Из-за двух черенков я не стал заводить стратификационную камеру. В целях эксперимента я решил его стратифицировать вот в таком вот небольшом, скажем так, приспособлении. В данном случае это майонезная баночка. Внизу у нас находится поролон. Точно так же все процессы я воспроизводил. Примерно дней через 5 я на ночь воду выливал, да, то есть оставалась губка, да, небольшая, как бы увлажненная. На ночь я воду сливал, днем опять же также набирал небольшое количество воды. А сверху наших черенков я одел вот такой вот пакет. И с периодичностью раз в один день я увлажнял, чтобы место прививки находилось в влажной среде. И вот это приспособление я поместил на холодильник. Примерно на холодильник, сверху холодильника. Примерно там где-то находилось плюс 26, плюс 27 градусов. Я данную настольную прививку проводил 8 марта. Сегодня 27 марта. Так, давайте посмотрим на результат. Что же получилось? Сейчас мы его откроем. Да, то есть это, скажем так, ответ для тех, которые спрашивают, а можно, не имея стратификационной камеры, провести прививки? Да, ребята, можно, но для этого обязательно нужно соблюсти все этапы. Точно так же здесь подвойные черенки до самой прививки, они были заранее подготовлены. То есть смотрим, да, место прививки. Вот видим, здесь образовался хороший каллус. И также я здесь не использовал никакие стимуляторы. То есть не использую ни гетероксин. Просто механически соединил, запарафинировал и поместил в полиэтиленовый пакет. Видим, у нас здесь уже есть корни образовались. Их уже нужно будет высаживать в отдельную посуду. Вот таким вот образом. И у второго черенка также самое видим, есть каллус, да, круговой. Я и, скажем так, полиэтиленовой пленкой не оборачивал. То есть соединил механически, запарафинировал полиэтиленовый пакет и поместил в среду, где примерно плюс 26, плюс 27 градусов. Как видим из прошлогоднего видео, то есть таким вот образом, нехитрым способом можно простратифицировать. Основное будет зависеть от подготовки подвоя, от самой прививки, насколько вы качественно совместите подвойные и привойные части, и сам процесс стратификации. То есть при желании можно и таким вот образом простратифицировать. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.